Всем привет, друзья! Как вы знаете, недавно я пытался вырастить триопсов из яиц. Вначале все шло неплохо, но потом они почему-то начали умирать и умерли все до одного. Этот аквариум был совершенно пустой. Я выбросил отсюда последнего мертвого триопса неделю назад. Но, как вы можете видеть, тут сейчас находится триопс, посмотрите, и довольно активный. Я не знаю, как я его пропустил, наверное, он был очень маленький, я его сразу не заметил. Но он начал подрастать и, в принципе, смотрите, с ним все прекрасно. Я думал, что он умрет через день или два, как и все остальные, но прошла уже неделя, и смотрите, с ним все прекрасно. Я вообще не ставил фильтр, не менял воду, просто добавляю ему еду. Вот сейчас тоже давайте насыпем, потому что я сегодня еще его не кормил. Если вы смотрите это видео, значит он все-таки не умер. А еще в этом видео я покажу, что случилось с коконами муравьиного льва, которые я закопал в песке. Из них появился взрослый муравьиный лев в виде стрекозы. Но сначала продолжу рассказ про триопса, который выжил. Вот на следующий день я пришел и увидел, что триопс по-прежнему жив и очень активен. Смотрите, как резво он плавает по аквариуму. Я решил не устанавливать фильтр, чтобы ничего не нарушать в составе воды. Ведь если он выжил в этой воде, значит ему все подходит. Правда, на песке я обнаружил много органических остатков, и я решил удалить их при помощи большого шприца, на который прицепил трубочку для напитков. Вот таким образом я собирал осадок на дне аквариума и потом выливал его. А вот прошло еще пару дней, и осадка стало очень много. Тут были частицы еды, которые не съел триопс, а также кусочки его старого панциря. Вода становилась слишком мутная, и я все-таки решил снова поставить аквариумный фильтр и профильтровать воду. Кстати, этот маленький фильтр очень эффективный. Я снял ускоренное видео, и тут хорошо видно, как вода очищается прямо на глазах и становится прозрачной. И вот, смотрите, триопс уже плавает в очень чистой воде. Кстати, за этим ракообразным очень интересно наблюдать. У него сотни маленьких ножек, и он постоянно перебирает ими песок в поисках еды. А вот это я снимал уже через неделю. Посмотрите, как он вырос. Это уже полностью взрослое существо. Посмотрите, какой у него интересный гофрированный хвост. А на конце два длинных уса. Четко видно его множество ножек. А также у него есть какие-то передние конечности, которые также заканчиваются усами. Благодаря этим усам он очень напоминает мне какого-то кота. Подводного кота. Иногда он начинает плыть вверх, и тогда можно увидеть, как он выглядит снизу. Ну, вылитый трилобит из юрского периода. Очень необычное существо. Кстати, вы знали, что название триопс это существо получило благодаря тому, что у него 3 глаза. Он имеет 2 основных глаза, а также есть третий, который находится посередине, немного ниже основных глаз. Триопс переводится с латыни как трехглазый. А еще мне очень захотелось сунуть палец в аквариум и потрогать это удивительное существо. Я аккуратно опустил руку в аквариум и медленно протянул палец к триопсу. Посмотрите, он совсем не боится. Даже наоборот, он принялся ощупывать мой палец своими ножками. Я прямо чувствую, как он меня щекочет. Это так мило. Я читал, что триопсы могут быть очень ручными. И вот я убедился в этом сам. Например, аквариумные рыбки очень боязливые и всегда убегают от рук. А это существо совсем не боится рук. Посмотрите на это. В общем, друзья, теперь у меня есть ручной триопс. Существо, которое жило еще при динозаврах 300 миллионов лет назад. Это так круто!
А теперь я расскажу про муравьиных львов. Как вы знаете, недавно у меня вышло видео под названием «Что если муравьиный лев попадет в ловушку другого муравьиного льва?». Тогда я ездил в одно секретное место, где живет очень много муравьиных львов, и при помощи сита просеивал песок и наловил много этих существ. Если говорить правильно, то это личинки муравьиных львов. Это хищные существа, которые роют ловушки в песке и ловят в них муравьев. Но взрослый муравьиный лев выглядит вот так, и он очень похож на стрекозу. Эта стрекоза откладывает яйца в песок, а из яиц рождаются хищные личинки, которых мы обычно и называем муравьиными львами. Потом эти личинки много едят, и когда приходит срок, они создают кокон из песка и паутинок. Точно так же, как гусеница создает кокон, чтобы потом превратиться в бабочку. И вот тогда я обнаружил, что несколько личинок муравьиного льва уже образовали коконы. Эти коконы выглядят как шарики из песка, но они довольно твердые. Я закопал эти коконы в песок и начал ждать. И вот в один из дней из коконов вылезли взрослые муравьиные львы. Правда, один из них родился недоразвитым. Он не смог расправить крылья, и ему суждено погибнуть. Такое случается в природе, и ничего, к сожалению, не поделаешь. Зато вот этот родился здоровым и активно летает по аквариуму. Посмотрите, это же натуральная стрекоза. Вы, конечно же, видели таких на лугу или в лесу, но не знали, что это взрослый муравьиный лев. И я тоже раньше не знал. Я долго ждал, когда же он перестанет летать и сядет на палочку, чтобы я его хорошо рассмотрел. И вот он приземлился ненадолго, но я не успел его рассмотреть, как он снова начал летать. Это очень подвижные существа. Но зато я снял видео в режиме слоумо, как он машет крыльями. У него 2 пары крыльев, и оказывается, что каждая пара движется в своем темпе. Очень интересно. И вот, наконец, муравьиный лев устал летать, сел на палочку, и я смог его рассмотреть. У него очень огромные глаза, большие усы, которые имеют утолщение на концах, а также длинные прозрачные крылья, пронизанные сеткой из кровеносных сосудов. Даже не верится, что это изящное крылатое существо недавно было безобразным хищником с толстым брюхом и 2 огромными челюстями. А потом я поставил террариум в пакет и понес на улицу, чтобы выпустить муравьиного льва на свободу. Муравьиный лев так сильно устал летать, что теперь просто сидел на палочке и отдыхал. Вау, смотрите, как он расправил крылья и какой стал красивый. Я тронул его пальцем, и он взлетел в небо. Пускай себе живет на свободе и продолжает свой род. Очень жаль, что второй муравьиный лев не смог расправить крылья. Посмотрите, он живой, но не может летать. И, к сожалению, я ничем не могу ему помочь. И он погибнет. Такое бывает, к сожалению. Вот такое получилось видео, очень насыщенное и интересное. Если вам интересно, что дальше будет с Триопсом, то напишите в комментариях, я обязательно сниму продолжение про это необычное, интересное существо. Мне очень интересно, до каких размеров он вырастет, больше станет или нет. В общем, все это я покажу вам. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение. А я с вами прощаюсь. Всем пока, друзья!